В прошлой части мы добрались до Изола 2000 через Троя и Гренобль, а теперь начинается самое интересное. На следующее утро мы отправились в горы. Всем привет! Наш первый день, точнее первое утро в Изола. И мы идем в горы. Мы хотим сходить на озеро. Озеро расположено уже на итальянской стороне. Судя по фотографии, оно очень красивое. У меня уже задышка. Озеро расположено в 4 километрах. Вроде недалеко, но это высоко в горах. Да. Для понимания, мы прошли только 400 метров. Мы уже мокрые. Ирина потребовала первый перерыв. Надо отдышаться. 10 метров. Когда мы еще не адаптированы. Я думаю, уже сегодня ближе к вечеру мы адаптируемся и к высоте, и к разреженному воздуху. Но пока еще немножко тяжело. Ну, тяжело, но все равно морально такой все равно подъем идет. Тело, да, непривычное, не хватает кислорода. Ну, прям морально такой подъем. Бог, бежать в гору, лезть выше. И мне нравится. В голове немного какое-то странное чувство, что вроде ничего не прошел, а задышка такая, как будто лет 100. За 400 метров такую задышку и спотеть. Все равно, когда останавливаешься, задышка быстро уходит. Да. А только начинаешь идти, там буквально 5 метров, и начинаешь дышать как какой-то. Да, это интересно. А мы прошли километр. Здесь на камнях можно видеть маршрут. Показано, что мы идем правильно. По камням легче идется. Да. Возможно, из-за того, что набор высоты не такой резкий. Но по камням гораздо легче. И отдышки такой нет. Поднялись достаточно высоко. Красиво, но очень жарко. А мы уже прошли где-то 2,5 километра. Осталось еще 1,5. Уже немножко адаптировались. Иришка вообще горной козочкой скачет. А там, смотри, стрелки в 2 стороны. Нам куда? Пойдем разберемся. А так нам вон туда идти. Высоко-высоко. И вот как высоко мы уже забрались. Виды, конечно, очень красивые. Идти нам еще около километра. Вроде немного. Хочешь? Да, пить хочу, все пересыхает. У нас очередной привал возле такого небольшого горного озерца. Руки посмотри. Да, там плавают маленькие форельки. Именно форель видно. На камере не будет видно. Малюсенькие. У них есть малюсенькие, где-то есть и большие. Так озерцо такое красивое. Какие тебе мысли подвигли? Тяжело было? Нет, хорошо подниматься. Первый только в самом начале было тяжело, а потом уже как-то полегче. Мы уже дошли до озера и уже даже успели отдохнуть. Здесь просто прекрасное такое спокойное место. Такое безветренное, но не сильно жарко. Сидишь возле водички, камушки прохладные. В воде плавают рыбки. Ну просто не хочется уходить. Ирина себе вообще там место нашла такое, что прям лежать возле воды на камушках. Короче, отдохнули здесь превосходно. Набрали силы, можно идти дальше. Подниматься еще немножко повыше. Поэтому мы поднимемся повыше и сходим в Италию. Не знаю, насколько глубоко. Пойдем в Италию. Но именно границу Италии пересечем. Она выше, по-моему, 200 метров будет ввысь. И где-то километр, наверное, до Италии самой идти. Мы дошли вместе до ледника. Здесь очень красиво и очень освежающе. Ветер дует. Холодный прям ветер. Снега, да, такой прохладный.
Приятный. Прям супер место. Сегодня сбудется еще одна моя мечта. Я очень давно хотел потрогать снег или лед в горах. Здесь не совсем ледник, но сейчас середина июля. Сейчас середина июля, и здесь огромная куча снега и льда. И я пойду это трогать. Освежает прям классно. Вообще место такое потрясное. Я полежал на снегу и прям освежился. Хочешь еще раз? Видишь, маршрут повторяй. Мне понравилось. Не хочешь? Нет. Ну ладно, будет на 7 только один дурачок. Мы сейчас где-то в 100 метрах от Италии. Еще немножко подняться, и мы перейдем в новую страну. А вы можете посмотреть, насколько мы высоко. Там есть видно озеро, в котором мы были, ледник, в котором я тоже лазил. И нашего отеля даже близко что-то не видно. Он намного ниже. Мы дошли до Италии. Дальше уже идет спуск. Мы сейчас практически на самой верхней точке, куда на данном маршруте можно забраться туристам. Это 2628 метров. За нами уже Италия, и мы сейчас тоже находимся на территории Италии. Пограничный столб где-то в 6 метрах от нас. Там тоже красиво, но мы уже хотим очень кушать. Мы с собой еды не взяли. Поэтому будем возвращаться. Возвращаться нам где-то 2 часа. Мы практически спустились. Сейчас планируем зайти по дороге в магазин, по дороге к номеру. Да, сейчас мы сели на таком лужке, полянке. Зелененькой, красивой, спокойной. Чтобы перед магазином как раз сложить все наши камеры, немножко отдохнуть. Поход наш понравился. Очень интересно. Ноги немножко забились. Но, опять же, эмоционально такой подъем. Тоже очень красивые виды. По Франции походили, по Италии походили. Эти горные озера, красивые виды, красивые. Я в горном снегу повалялся. Это прям мечта исполнилась. А дальше обед и отдых. Ведь на завтра нас ждала большая велопоездка по горам. Иришка приготовила нам онигири. Свеженькие, вкусненькие. Сейчас будем кушать. Еще мы с собой привезли соевый соус. Специально купили в таких вот упаковках рыбках. Удобно, они продавали достаточно дешево. Так что будем кушать. Приятного нам аппетита! Так, мы всей семьей отправились на велопрогулку. Будем ехать по красивым альпийским дорогам из Франции, из Л-2000 на перевал в Италию. Будем останавливаться по пути, любоваться видами. Соня у нас уже бывала велосипедист, она уже достаточно адаптировалась, хорошо едет. Или немножко побаивается, но уже тоже едет достаточно неплохо. Думаю, к концу поездки будет тут прям со склона съезжать. Надеюсь, нет. Мы поедем дальше. Девчонки наплевали. Как твой опыт? Непривычно, что тормоза ручные. И странно это, когда дергается.
когда включается помощь. Не понимаю, в принципе, когда она включается. Когда ты педали крутишь, то она включается. Нет, я кручу все время, но в какой-то момент он так рывком дергает. Когда тебе не хватает мощности, это помогает. Софюш, как тебе? Лучше, чем вчера? Нет, почему? Потому что слабый. Мама не дает разогнаться. Ты тоже не даешь разогнаться. Ну так я же вас жду. Да, ну я могу тебя обогнать или что? Потому что я не могу ехать медленно. Потому что Ну давай ты сейчас первая поедешь. от мощности. Я хочу быстро ехать. Ты дорогу знаешь, давай поедешь первая. Мы доехали до перевала между Францией и Италией. Здесь немножко посвежее, чем внизу. Людей много. Меньше, чем вчера. Ну, кажется, больше даже. А сейчас мы стоим уже на итальянской территории. Сейчас нам думать, куда мы поедем дальше. Наш путь лежал к святилищу Сант'Анна-ди-Винадио. Это уже Италия, всего в пару километров от французской границы. Церковь стоит на высоте около 2035 метров и считается самым высокогорным святилищем во всей Европе. А дорога туда одна из самых живописных в этих краях. Серпантины, перевал прямо на границе и открыточные виды Приморских Альп. Okay, so right now, and ладно, сейчас мы едем. Здесь мне надо крутить педали. И я могу вам немного показать. Аккуратно мы сейчас едем примерно 17-16 км в час. Мы доехали все-таки до итальянской деревеньки. Маленькая деревня с старой церковью, которая расположена очень высоко. Больше, чем 2 километра над уровнем моря. Так что мы сейчас отдыхаем, осматриваем местные красоты. Мы будем собираться обратно. Нам еще ехать обратно немало. Где-то 15 километров по горам. И половина из них вниз. Ну, половину вверх. Ну, вверх не так сложно. Вниз не нужно. Стены церкви почти сплошь увешаны небольшими картинами и фотографиями. Это вотивное приношение, экс-вото. Их оставляют благодарность за чудо, за исцеление, за спасение в горах, за рождение ребенка. На таких табличках часто пишут 4 буквы. VFGR. Обет дан, милость получена. Так что за многими лицами здесь не трагедия, а спасенная жизнь и тихое спасибо. Мы, честно говоря, всего этого не знали. И первое, что мы почувствовали, будто вокруг собраны чьи-то трагедии. Так что если окажетесь здесь, смотрите на эти кадры добрее, чем поначалу увидели их мы. За ними не горе, а благодарность. А после церкви Иришка устроила привал. Решила сварить кофе прямо здесь, у стен святилища. У меня сил в руках нет. Одной ложки же, да? Ага. Может, даже еще больше.
Дайте пару слов, как кофе заваривается. Как те маленькие деревни Италии, Я на приграничные дорогу станции. смотрела. Да, вот сейчас. Но это очень туристическое место. Явно же. Ну да. Очень много людей здесь. Сейчас уже, по идее, должно где-то вот-вот-вот. Вот, Иришка приготовила мне кофе. Мой любимый Капилуак. У нас есть на канале, кстати, видео про него, как я дегустировал. Это, в принципе, единственный кофе, который мне хоть немного нравится. На самом деле тоже гадость. Но более интересная гадость. Мы сходили в церковь. Достаточно интересное место. Конечно, такая немного атмосфера гнетущая, потому что помимо икон еще какие-то картины и фотографии людей, связанные со смертью. Допустим, если люди погибли в каких-то авариях, вот там эти аварии, какие-то машины запрещены. И такая немного атмосфера давящая, что ли, немного. Так, сам храм интересный, красивый. Но в то же время из-за того, что там не просто какие-то иконы нарисованные, а вот такие-то живые моменты из жизни людей, она сама такая более, не знаю, более живая, что ли, церковь становится. Мне понравилось. Можно у Ирины спросить, что она думает. Ирина, как тебе церковь показалась? Вот эти вот разные фотографии с места аварий и картины с места аварий, или же какие-то из больницы картины. Да, это очень мрачно. Немножко давит такая атмосфера, но интересная церковь, согласись, необычная. Такое еще не видел нигде. Чтоб именно такая вот... Понятное дело, что давящая атмосфера, но церковь, получается, такая сама живая из-за того, что люди частичку себя какую-то приносят. Каждая какая-то картина, фотография связана с чьей-то жизнью. То есть мне интересно было увидеть. Церковь мне понравилась. Мне было, знаешь, что напряженно? Что я в шортах. Еще у меня здесь вырез неприкрытый какой-то. Ну, у них же нет такого, что бабки тебе стояли. Просто вот я зашла, и вот мне сразу вот я напряглась, потому что я зашла не закрыта. Получала где-то от бабок? Ну, не то, что я не получала от бабок, я изначально заходила на экскурсии. Мне однажды священник подходил и сказал, что нужно накинуть что-то на плечи, чтобы не были плечи открыты. Ладно, в любом случае, интересное место. У нас, к сожалению, нет времени. Нам через 2 Что, часа. помолиться? Конечно. Посидеть, там же Библии лежали. Твои грехи надо отмаливать. Вот видишь, какая. Теперь узнаем мнение Софии о нашей поездке. Сколько мы ехали? Как тебе поездка? Ну, интересно, там, потому что сзади мамы иногда вниз ехать напрягает, потому что когда она отрывается, ты говоришь, все нормально, но потом отъезд. Не приближайтесь ко мне! Да, времени у нас осталось 2 часа до сдачи велосипедов, и нам надо проехать 15 километров по горам. Ну, если Ришка не будет тормозить, мы без проблем доедем. Я буду тормозить. Нам будет тормозить. Но мы сейчас едем 16 километров. 17-18. Ну, это немного зависит, потому что здесь я тоже не буду рисковать как бы именно быстро вниз катиться, потому что сказать, здесь лучше, и если падать, мне кажется, лучше падать на другой дороге, когда мы будем уже во Франции. Сейчас именно очень долгая дорога вниз, так что все хорошо. Мама до сих пор чуть сзади нас, ну, вообще много, потому что я с вами еду как бы... Мы едем быстрее вниз, чем одна, потому что я почему-то страшнее вниз, чем в гору, но это интересно. Мы проезжаем мимо одной лошади и стада коров.
Это я уже снимала, поэтому опять снимать не буду. И лошадка очень милая. И здесь это будет немного короче. Главное здесь вообще понимать, что есть машины, и их надо опасаться, чтобы они на тебя не наехали. Иришка, расскажи-ка свои впечатления. Очень сильно болят кисти и между лопаток. Видимо, когда все время едешь вниз, а так сейчас почти все время мы едем вниз, весь упор идет как-то, не знаю, на руки, но руки очень сильно болят. Ирина, кстати, вверх едет, наверное, в 2 раза быстрее, чем вниз. Прямо сейчас мы возвращались очень быстро. Туда прям скреблись, а назад, потому что назад в горку поднимались. Ну здесь же сейчас мы тоже едем вниз. Ну, сейчас вниз. Мы уже, видимо, научилась, уже опытный велосипедист. Нет, все равно вы меня ждете. Теперь история о том, какой я балбес. Когда мы возвращались с катания на велосипедах, мы как раз проезжали над машиной, и я заметил, что в машине открыты ручки дверей. То есть сама машина открыта. Я приехал, посмотрел все на месте и проверил по логам приложения. И оказывается, машина 3 дня была открыта. Когда мы с Ириной приходили брать очки солнечные Кепки. и кепки перед походом в горы, открыли, и я забыл ее закрыть. И она все это время стояла. Ну, здесь место достаточно безопасное, поэтому никто ничего не тронул. Ну, на будущее надо быть внимательнее. А вот так машина стоит. И вот там вот выше на велосипеде я проезжал и заметил неладное. Поснимать торговый центр местный, а в него попасть не можем. Все входы-выходы, которыми мы пользовались, перекрыты. Причину мы не знаем, естественно. Идем искать новые. Вот здесь, наверное, есть, если туда можно пройти. Но, к сожалению, получается, зато не покажем весь торговый центр. Вот там много чего есть. Нас туда не пускают. Даже кинотеатр. Притом и эта сторона перекрыта, и эта сторона перекрыта. И все другие входы. Вот сквозной проход оставили открытый, а все остальные поперекрывали. Ой, блин, тут держаться не за что. М? Держаться не за что. Давай. Как тебе едется? Ну так, немножко... Оно же вверх поднимается, и так покачивает. Так удобно. Хотя мне лучше идти вверх, чем спускаться потом вниз. Поэтому могли бы и в обратную сторону включить. Ставила что-то на лыжах? Я на лыжах. Ага, И здесь стою. да. А там зима, а сейчас будешь спускаться на лыжах. Это, учитывая, что я там обычно в школе, если надо было спускаться, садилась на лыжи. В смысле, ну, короче, садилась на лыжи. Долго, я думал, как-то не такое большое. А тут видишь. Мы еще немного походили вокруг, пытаясь найти открытый вход в торговый центр. Но все оказалось перекрыто. Причину так и не узнали. Так что кадров изнутри, увы, не будет. А сами пошли отдыхать и собираться в дорогу. Ведь уже завтра утром нас ждет тяжелый, но невероятно красивый переезд к новой точке нашего маршрута. В следующем видео мы покажем и саму дорогу, и то, как поднялись на 3842 метра, и всю красоту, что открылось оттуда. А на этом все. С вами были мы, здесь и сейчас. До скорого!